Нил – это единственная река в Африке, которая берет начало у экватора и вливается в величественные воды Средиземного моря. Это уникальное географическое образование характеризуется не только своим великолепным размером, но и той огромной ролью, которую оно играет в жизни людей и экосистеме региона. С длиной 682 километра Нил является одной из самых длинных рек в мире, затмевая многие другие водные артерии. Исток этой грандиозной реки находится в озере Виктория, которое также стоит в центре многих исследований и дискуссий о водных ресурсах Восточной Африки. Площадь бассейна Нила составляет до 3,4 миллионов квадратных километров, однако большая его часть проходит через малоплодородные и бесплодные территории пустыни, что делает ее значение еще более весомым. Расход воды у Асуанской ГЭС, которая играет ключевую роль в управлении ресурсами реки, колеблется от 500 метритов в час до 15 тысяч метритов в час в разные сезоны. Численные факторы, в том числе уровень осадков и дождей на юге, влияют на этот поток, демонстрируя, как сильно природа может варьироваться. Интересно отметить, что даже в самые засушливые и жаркие месяцы, когда температура поднимается до критических значений, Нил не пересыхает, несмотря на то, что по сути своей проходит через обширные песчаные просторы Сахары, которые способны впитывать и испарять воду более активно, чем в других регионах. Это удивительное явление вызывает вопросы о том, как река сохраняет свою жизненную силу в условиях, когда, казалось бы, нет никакого источника для ее подпитки. В верховьях Нил представляет собой горную реку с множеством порогов и водопадов, что делает ее идеальной для рафтинга и других видов активного отдыха. Тем не менее, судоходство возможно только на определенных участках, которые в сумме составляют приблизительно 300-200 километров в нижнем течении реки, что существенно ограничивает возможности коммерческого использования водных путей. Этот момент играет большую роль в экономике окружающих стран и формирует условия для местного рыбного промысла. Нил представляет собой сложную систему рек, и в его верхнем течении можно выделить несколько значительных притоков, таких как Виктория-Нил, Альберт-Нил, Бахр-эль-Джебель, что переводится как «река гор», Белый Нил и Голубой Нил. Интересно, что река Кабарега впадает в озеро Виктория, что существенно увеличивает длину Нила. Судоходство на его водах возможно в основном на довольно небольших лодках, в то время как крупные суда могут передвигаться лишь близ дельты реки, где условия для этого более благоприятные. Однако существует мнение, что в засушливые времена река также должна пересыхать, отдав свою потокную воду пескам, скрывающим древние тайны, а также испаряя ее на фоне жестокого зноя, который царит в Африке. Но, судя по имеющимся данным, Нил, скорее всего, течет по каменному основанию, что значительно затрудняет утечку воды в песок, а значит, несмотря на бесплодные участки, река продолжает сохранять свои ресурсы. Для того, чтобы лучше понять это странное явление, обратим внимание на карту с количеством годовых осадков в Африке. В частности, в экваториальных областях выпадает до 2000 мм осадков в год, что становится основным источником воды для Нила. Тем не менее, не торопимся делать выводы, ведь климат неоднороден, и космические явления могут также играть свою роль. На сегодняшний день в бассейне Нила было возведено 2 огромные ГЭС, включая Асуанскую, строительство которой завершилось в 1970-е годы. В настоящее время продолжается строительство Эфиопской плотины Возрождения на Голубом Ниле, что вызывает множество дискуссий. Заполнение водохранилища Эфиопской плотины началось в июле 2020 года,
и первый генератор был запущен в феврале 2022 года, а второй — в августе того же года. Всего планируется запуск 13 гидроагрегатов с установленной мощностью 5015 ГВт. Плотину строит компания из Италии, которая берет на себя крупнейший проект в области гидроэнергетики Восточной Африки. Это значительно повлияет на уровень воды в Ниле, и власти Египта высказывают опасения, что река в нижнем течении может обмельчать из-за накапливания воды в засушливые периоды, что способно вызвать гуманитарные и экологические кризисы. Возвращаясь к вопросу о главном источнике воды, следует упомянуть, что официальное мнение ученых по поводу объема воды в реках связывает его с дождевыми стоками. В Восточной Африке действительно происходят значительные осадки, но существует и другая гипотеза, ранее упомянутая, которая предлагает альтернативные варианты. Исследования показывают, что реки могут также получать подпитку от подземных источников, выступающих на поверхность, иначе северные реки пересыхали бы зимой. Однако этого не происходит, и уровень воды остается относительно стабильным, что подтверждает гипотезу о важной роли подземных вод. Замечено, что лед на поверхности не уходит глубоко в зимний сезон, а в сезон дождей и половодья воду уровня реки железным образом увеличивает. Однако не вся вода в реках представляет собой лишь дождевую или талую. Сравнительно важно отметить, что также обстоит дело и с южными реками в теплых климатических зонах, где ледников в горах Восточной Африки не наблюдается. Таким образом, только основываясь на дожде и талом снеге, объяснить столь значительный объем воды в Ниле не представляется возможным, особенно учитывая, что река теряет значительное количество воды на протяжении нескольких тысяч километров своего пути. Это поднимает вопрос о том, каким образом и в каких условиях возникли реки, которые сегодня являются частью Нила, и как странные ситуации на водных картах, имеющиеся со времен открытия, могут влиять на современные представления о реках. Интересный факт. Озеро Виктория было открыто лишь в 1858 году, что для такого огромного водоема площадью 68 тысяч км, является запоздалым открытием европейскими исследователями. Тем не менее, существует карта 1706 года, где это озеро уже обозначено, и вокруг него отмечено множество городов, что говорит о его известности среди местного населения и, возможно, даже среди людей того времени. Старая карта Северо-Восточной Африки, составленная голландцем Ван дер Аа в начале XVIII века, также демонстрирует левый приток, называемый Желтым Нилом. Это наводит на мысль, что озеро Виктория в настоящем контексте расположено по современной географии значительно южнее. Существует версия, что этот водоем до какого-то периода вообще не существовал. Многие более старинные источники сообщают, что Нил брал свой исток в лунных горах в Центральной Африке, что также имеет под собой интересные подтверждения. Эту идею иллюстрирует карта Вальдземюллера 1513 года, на которой отмечен исток Нила в лунных горах. Древние картографы были знакомы с этим регионом в XVI веке, так как на картах обозначены существовавшие тогда города. На картах ниже отчетливо показан левый приток – Желтый Нил. Сложный вопрос, почему в целом география региона Африки могла значительно измениться за историческое время. И именно в 1858 году это озеро переоткрыли в новом виде, в окружении новых водоемов и рек, а также значительно изменившимся их течением. Другие интересные факты, которые подтверждают версию того, что полноводность рек
может быть связано с подземными источниками, можно проиллюстрировать примерами горячих и соленых рек. Так, например, соленые реки Якутии подтверждают гипотезу образования вечной мерзлоты, а река Шанай-Тимпишка в Перу известна своей горячей водой, температура которой колеблется от 44 дикси до 100 дикс. Эти наблюдения не могут не вызывать интереса и подчеркивают важность наличия подземных вод, которые выходят на поверхность, растворяя соли в основании рек. Это дополняет общую картину о том, как реки Нила могли в действительности иметь свои уникальные источники, которые помогли им сохранять водный баланс на протяжении веков, даже когда они текут через столь активные и бесплодные регионы.